Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги по грядкам и все те, кто искренне любит землю и готов проводить на ней каждую свободную минуту. Бывало ли у вас такое? Вроде бы и ухаживаете за огородом по всем правилам, и лучшие удобрения вносите вовремя, а земля со временем как будто затухает. Урожай становится все скромнее, вредители наглеют с каждым сезоном, а привычные проверенные сорта овощей вдруг начинают капризничать без видимых причин. В народе в таких случаях говорят коротко: земля устала. Но знаете, почва – это не просто бездушный ресурс или склад с микроэлементами. Это сложнейший живой организм со своим характером, своими капризами и своей памятью. И сегодня мы с вами научимся понимать ее язык. Мы не будем проводить скучную сухую лекцию по агрономии, их и так хватает. Мы разберем четкий, пошаговый и, главное, рабочий план полной перезагрузки вашего участка. Вы узнаете, почему растения могут в буквальном смысле травить сами себя, как превратить обычную грядку в самовосстанавливающуюся систему, и, наконец, мы составим ту самую золотую таблицу севооборота. Она станет вашей главной шпаргалкой, которая сэкономит ваши силы, время и нервы. Давайте вместе вернем вашему огороду былую мощь, энергию и плодовитость. Прежде чем мы перейдем к конкретным схемам и спискам, давайте разберемся в самой логике процесса. Почему нельзя просто годами втыкать томаты там, где вам удобно или где осталось свободное место? Существуют три фундаментальных кита, три незыблемых правила, на которых держится все здоровье вашего огорода. Первый кит – родственные связи. Это самое жесткое табу. У растений, как и у людей, есть специфические семейные болезни. Представьте, в этом году на грядке у вас рос картофель, который немного переболел фитофторой. Если на следующий год вы посадите туда томаты, вы собственноручно, своими руками отдадите их на съедение грибку. Он уже прекрасно перезимовал в почве, он там хозяин, и он только и ждет своего любимого родственника. Запоминаем навсегда: посленовые не идут после посленовых, а крестоцветные, капуста, редис, горчица, никогда не сажаются после крестоцветных. Мы обязаны разрывать этот порочный круг инфекций, иначе химия вам не поможет. Второй кит – стратегия вершков и корешков. Каждое растение – это потребитель, но с разным аппетитом и разной глубиной захвата. Морковь или свекла – это настоящие шахтеры. Они мощно вытягивают ценные элементы из самых глубоких слоев почвы. А вот зелень, огурцы или лук – это поверхностные жители. Их корешки работают в верхнем слое, буквально от 10 до 15 сантиметрах. Ваша задача – постоянно их чередовать. Если в этом сезоне грядка работала на глубину, в следующем дайте нижним слоям почвы выдохнуть, восстановить структуру и посадите что-то с компактной, неглубокой корневой системой. Третий кит – борьба с самоотравлением. Мало кто знает об этом факте, но растения те еще эгоисты и воины. В процессе роста они выделяют в почву специфические вещества – колины. Это своего рода химическое оружие, которым растение метит свою территорию, чтобы подавить конкурентов вокруг. Но вот в чем ирония. Если сажать одну и ту же культуру на одном и том же месте слишком долго, концентрация этих веществ становится токсичной для самого же растения. Огород начинает в буквальном смысле душить сам себя собственными продуктами жизнедеятельности. И четвертое. Диета для почвы. Разные овощи имеют совершенно разный аппетит. Капуста и тыква – это настоящие гурманы. Им нужно огромное, просто колоссальное количество азота и органики. А вот корнеплоды после них будут чувствовать себя просто великолепно, деликатно доедая остатки с барского стола. Если же вы будете сажать прожорливые культуры одну за другой, вы превратите даже самый плодородный чернозем в пустой, мертвый субстрат всего за пару сезонов. Главный секрет – соблюдая эти правила, вы не просто меняете овощи местами, вы заставляете почву работать как живой, самоочищающийся механизм. В таком огороде болезни не задерживаются, а вредители просто теряют ориентацию в пространстве и уходят к соседям. Ну а теперь, друзья, давайте перейдем к самой горячей практике. Представьте, что ваш огород – это большая гостиница, где у каждого постояльца свои капризы и привычки. Если мы будем селить одних и тех же жильцов в один и тот же номер годами, порядка там не будет никогда. Давайте разберем самые популярные и эффективные пары. После посленовых – томаты, картофель, перец. Начнем с классики – грядок из-под томатов и картофеля.
После них земля часто остается не просто уставшей, а, будем честны, зараженной спорами фитофторы. Чтобы пролечить этот участок, на следующий год я очень советую вам посадить здесь бобовые, горох или фасоль. Они не просто отдыхают, они работают как лучшие агрономы-доктора, насыщая почву азотом. Также на этом месте отлично сработают лук и чеснок. Их природные фитонциды работают как антисептик, буквально выжигая остатки грибковых инфекций из грунта. Главная ошибка – посадить на это место баклажаны. Для вредителей это будет выглядеть как приглашение на бесплатный банкет. Еда та же, болезни те же, защиты никакой. Урожая не ждите. После тыквенных – огурцы, кабачки, тыква. Далее огурцы и кабачки. Эти ребята настоящие обжоры. Они выбирают из верхнего слоя почвы все самое вкусное и калорийное. Зато после них земля остается удивительно рыхлой и чистой от сорняков. Это идеальный плацдарм для томатов и перцев. Также здесь прекрасно себя будут чувствовать морковь и свекла. Им как раз жизненно необходимо, чтобы земля была пушистой и легко пропускала воздух. Осторожно, не сажайте после огурцов дыни или арбузы. Они из одного семейства и мигом подхватят все общие прикорневые гнили, которые остались в наследство. После лука и чеснока. Мои личные любимцы в плане севооборота – это лук и чеснок. Они оставляют после себя почти стерильную землю. Если вы планируете закладывать новую грядку клубники, садовой земляники, лучшего места вам просто не найти во всем мире. Клубника на чесночном месте стартует просто фантастически. Также здесь очень хорошо приживется морковь. Они вообще считаются идеальными соседями и последователями. Но помните, сажать лук по луку – это фатальная идея. Скрытый вредитель – луковая муха, только и ждет, чтобы вы совершили эту ошибку и повторили посадку на том же месте. После капусты. Капуста – дама капризная и властная. Она выносит из почвы очень много кальция и калия. Но зато после нее земля идеально чиста от тех болезней, которые обычно косят помидоры. Поэтому смело отдавайте капустные грядки под картофель, баклажаны или перцы. Важное табу. Никакого редиса, дайкона или рукколы после капусты. Крестоцветная обложка уже затаилась в земле, и как только появятся нежные всходы редиски, она уничтожит их за один световой день. После моркови и свеклы. И, наконец, наши любимые корнеплоды – морковь и свекла. Как мы уже знаем, они достают питание с большой глубины, поэтому на следующий год дайте глубоким слоям земли законный отдых и посадите что-то с поверхностным корнем – капусту, огурцы или кабачки. Маленький секрет. Никогда не сажайте на месте моркови, петрушку или сельдерей. Они – ближайшие родственники, и морковная муха с огромным удовольствием переключится на ваш нежный сельдерей. Отдельная история в нашем плане – это клубника. Она живет на одном месте 3, а то и 4 года. За это время земля под ней не просто устает, она буквально выгорает. Накапливаются специфические болезни корней, личинки майского жука и целая армия долгоносиков. Когда вы, наконец, решили убрать старую плантацию, помните, на это место нельзя сажать ничего сладкого или родственного, никакой малины или ежевики. У них общие враги, и молодая малина на месте старой клубники начнет чахнуть с первого же года, сколько бы вы ее ни поливали. Что делать? Лучший вариант – дать этой земле полноценный санаторный отдых. Посадите здесь чеснок. Он лучший природный антисептик. Или любые бобовые. Если же вы никуда не спешите, заейте это место горчицей. Только через год-два сюда можно будет вернуть серьезные овощные культуры без риска их потерять. Горох, фасоль и бобы – наши благодетели. А теперь мои абсолютные фавориты – горох и фасоль. Это настоящие меценаты вашего огорода. У них на корнях живут уникальные клубеньковые бактерии, которые умеют совершать чудо – брать азот прямо из воздуха и переводить его в почву. После бобовых на грядке можно сажать абсолютно все. Это как чистый лист, как заново рожденная земля. Особенно вам скажут спасибо прожорливые культуры вроде капусты, кабачков или картофеля. Единственное ограничение – не сажайте горох по гороху. Хоть они и лечат землю для других, сами могут страдать от накопления бактериоза. Дайте им перерыв хотя бы в пару лет, и они снова будут готовы удобрять ваш участок совершенно бесплатно. Лайфхак. Как не запутаться? Я знаю, друзья, что сейчас в голове может быть легкая каша. Кто за кем, кто против кого,
кто кому родственник. Но есть одна простая хитрость, которая всегда выручает меня, когда под рукой нет таблиц. Просто посмотрите на растения. Если в прошлом году вы ели корешки, морковь, свеклу, картофель, в этом году посадите на это место то, у чего едят вершки – томаты, огурцы, зелень. Если росло что-то высокое и раскидистое, замените его на что-то низкое и компактное. Это золотой природный баланс, который еще ни разу меня не подводил. Но бывают критические ситуации, когда обычный севооборот уже просто не справляется. Вы видите, что земля стала тяжелой как бетон. Она покрывается странным белесым налетом, а растения выглядят хилыми, несмотря на полив. В таких случаях нам нужен настоящий десант из растений-реаниматоров. Это культуры, которые за один короткий сезон могут сделать то, на что у природы в обычном режиме уходят десятилетия. Первое. Бобовые. Бесплатная заправка азотом. Я уже хвалил горох и фасоль, но давайте взглянем на них именно как на лекарство. Если вы чувствуете, что почва истощена до предела, не спешите бежать в магазин за химией. Посадите бобовые. Когда будете убирать урожай, выдерните один куст и посмотрите на корни. Видите эти светлые узелки? Это крошечные заводы, которые работают на вас 24/7, превращая воздух в удобрение. После них любая культура будет расти, как на дрожжах. Второе. Сидираты. Зеленый десант. Запомните важное правило. Если у вас освободилась грядка, например, в июле после уборки лука, никогда, слышите, никогда не оставляйте ее пустой и голой. Пустая земля под палящим солнцем – это больная земля. Сразу сейте сидираты. Белая горчица – это ваш главный санитар в погонах. Если в прошлом году бушевала фитофтора или на картошке жировал проволочник, сейте только ее. Ее корни выделяют эфирные масла, которые не выносят грибки и почвенные вредители. Горчица буквально стерилизует грядку. Фацелия – мой личный фаворит. Она универсальна и невероятно красива. Если вы не помните, что росло на грядке в прошлом году, или просто боитесь ошибиться с семействами, сейте фацелию. Она не родственница ни одному овощу в нашем огороде, поэтому после нее можно сажать вообще все. Плюс она фантастически рыхлит почву, делая ее нежной и пушистой. Рожь и овес. Если у вас на участке тяжелый вязкий суглинок, по которому после дождя невозможно пройти, используйте злаки. Их мощные пробивные корни работают как природный плуг. Они разбивают плотные пласты земли на такой глубине, куда вы никогда не доберетесь с лопатой. Как ими пользоваться правильно? Главный секрет реанимации – не давайте сидиратам зацвести и превратиться в сорняки. Как только они набрали сочную зеленую массу и вот-вот собираются выбросить бутоны, скашивайте их и заделывайте в верхний слой почвы. Это и есть та самая перезагрузка. Вы возвращаете земле органику, которую растения только что создали буквально из солнца, воздуха и воды. Один сезон под такими сидиратами заменяет несколько телег дорогого навоза, при этом вы не заносите на участок семена сорняков и личинок вредителей. Друзья, я прекрасно понимаю, удержать в голове все семейства, калины и циклы бывает очень непросто, особенно в разгар сезона. Поэтому давайте максимально упростим задачу для обычного дачника. Представьте, что весь ваш огород – это всего 4 большие зоны или 4 основные грядки. Чтобы земля никогда не уставала, мы просто запустим по ним круговое движение. Каждую весну ваши овощи будут просто переезжать на одно место вправо по кругу. Вот как выглядит этот идеальный законченный цикл. Год первый. Грядка-обжор. Сюда мы отправляем тех, кто не может жить без плотного калорийного завтрака. Огурцы, кабачки, тыквы и капусту. Под них мы не жалеем компоста, перегноя и всей доступной органики. Они забирают максимум сил у земли, но оставляют ее после себя очень структурной и рыхлой. Год второй. Грядка гурманов. На место огурцов в следующем году триумфально приходят томаты, перцы и баклажаны. Им уже категорически не нужен свежий навоз. От него они начнут просто жировать, гнать ботву и забудут про плоды. Им достаточно того богатого наследства, что осталось после первой группы. Они спокойно доедают калий и фосфор. Год третий. Грядка скромников. Теперь очередь морковки, свеклы и лука. Эти ребята – настоящие аскеты. Как я уже говорил, на свежем навозе морковь вырастет рогатой и невкусной, а здесь она будет чувствовать себя идеально, деликатно доставая питание из глубины, которую не тронули предыдущие жильцы. Год четвертый.
Грядка санаторий. Замыкают цикл горох и фасоль. Весь сезон они не просто растут, они лечат вашу землю, насыщают ее азотом и готовят почву к новому грандиозному циклу. А осенью после их уборки мы засеваем здесь сидираты. И вуаля! Грядка номер 4 снова превращается в грядку номер 1, готовую принять обжор. Как это реализовать на практике? Вам даже не нужно ничего рисовать на стенах сарая. Просто запомните одну короткую последовательность. Тыквенные стрелка, посленовые стрелка, корнеплоды стрелка, бобовые. Если у вас на участке будет хотя бы 4 грядки, то через 4 года каждая из них пройдет полный профессиональный курс восстановления. Вы сами заметите, как сорняков станет в разы меньше, а земля под вашими руками будет рассыпаться, как качественный домашний творог. Это и есть та самая магия правильного планирования. Ну что ж, дорогие мои, подведем итог нашего сегодняшнего разговора. Перезагрузка уставшего огорода – это не изнуряющий тяжелый труд с лопатой от рассвета до заката. Это прежде всего ваша хитрость, стратегия и понимание природных процессов. Давайте закрепим 3 главных правила. Никогда не оставляйте землю пустой и голой. Сидираты – ваш лучший друг. Не сажайте родственников друг за другом. Разрывайте цепочки болезней. Обязательно заведите маленький садовый блокнот или просто сделайте панорамное фото своего огорода сегодня. Память – штука коварная. А весной вам нужно точно знать, кто и куда переезжает. Надеюсь, эта простая, но эффективная схема поможет вам навсегда забыть о плохих урожаях, болезнях растений и той самой уставшей земле. Если у вас остались вопросы по каким-то специфическим культурам или хитрому соседству, обязательно пишите об этом в комментариях. Я читаю все и постараюсь ответить каждому из вас. Хороших вам всходов, крепкой рассады, и пусть ваш огород приносит вам только радость и гордость. Спасибо, что были со мной, и до встречи в новых видео на нашем канале.